Всем привет! И снова с вами канал Мы Дачники. Вот соседка нам удружила, дала вот такого кроля, молоденького, хорошего. Вот. Ну и, естественно, его надо потушить. Кроличье мясо тушеное, наверное, самое вкусное, тем более в сметане. Вот. На столе все, что нам, в принципе, понадобится для приготовления. Еще понадобится нам лавровый лист, пару штучек. И специи, это уже на ваш вкус. Ну и соль, соответственно, тоже. Сейчас я кролика замочу в 2 литрах воды. Весит он 1,5 килограмма. Вот. Так, 1,5 литра воды. И всего лишь 2 столовые ложки 9% уксуса. И часика на 2 вот так вот он будет стоять. Хорошо еще замачивать в молоке. Только немножко разведенным, если, ну, жирное молоко домашнее. А магазинным можно так замачивать, тоже приблизительно на 1,5 часа. Ну, я делаю с уксусом. Итак, дорогие друзья, с кролика я слила воду с уксусом. На сковородочку положила кроличий жир. Самого кролика обсушила полотенчиком. И сейчас буду до румяной корочки просто обжаривать кролика с 2 сторон. Вот до такого состояния обжариваем кролика. И сейчас будем складывать все в чашу мультиварки. Так, кролика я обжарила с 2 сторон до румяной корочки, как вы видели. Теперь я его подсаливаю. Бросаю 2 листочка лавра и заливаю 1,5 литрами горячей воды. Закрываю крышечку. Выставила режим тушения на 2 часа. После этого, после прошествия 2 часов, ну, до этого я сделаю сметанный соус с морковкой и луком. И еще после 2 часов, 35 минут, на режиме выпечка, будет кролик готовиться в сметанном соусе. До окончания тушения осталось 35 минут. И я сейчас делаю сметанный соус. На сковородку бросаю сливочное масло. Здесь у меня на дощечке 2 зубочка чеснока и 1 хорошая такая луковичка. Сковородочка у меня уже прогрелась. Кидаем вначале чесночок, потом лук. Добавляем мощности до 160 и обжариваем лук. Так, лук поджарился до такого золотистого цвета. Теперь закидываем морковку сюда. И опять ждем, чтобы все это жидкость выпарилась из морковки. И овощи немножко подтушились. Овощи у меня уже подтушились. Сейчас добавляю сметану 400 мл. 15%. Кролик жирный, поэтому сметану жирную не рекомендую. Ну, смотря какой у вас будет кролик. Так, сюда же добавляем мою любимую приправу, смесь овощей и черный перец молотый. Все это перемешиваем и ждем, пока соус приготовится. Минут 15. А, да, еще не забываем подсолить. 2 часа прошло. Теперь я поставила режим выпечка на 35 минут. И заливаем кролика приготовленным соусом. Все хорошенечко перемешали. И обязательно подходим в течение 35 минут и смотрим, что тут у нас происходит. Во время тушения я делала то же самое. Подходила, смотрела, сколько у меня воды и как все происходит. Так, кролик готов. Получился очень нежным.